Библия называет это гневом Божьим. Но что, если это было электричество? Вторая книга Царств, глава 6, стих 7. «И воспылал гнев Господа на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Мгновенная смерть без оружия, без яда, только прикосновение. 3000 лет назад израильтяне носили с собой артефакт, который убивал прикосновением, сравнивал города с землей и наводил ужас на целые народы. Они называли его Ковчег Завета. Мы же видим в нем технологию, опередившую свое время. Все это зародилось на горе Синай. Исход, глава 25, стихи 10 и 11. «Сделайте ковчег из дерева ситим, 2 локтя с половиной длина его, 1,5 локтя ширина его, и 1,5 локтя высота его, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его». А теперь представьте, мы смотрим на это глазами инженера 21 века. Деревянный корпус, идеальный диэлектрик. Золото внутри, первая обкладка, золото снаружи, вторая обкладка. Это же точная схема электрического конденсатора. Устройство, которое накапливает электрический заряд между двумя проводящими поверхностями. Бог дал Моисею не просто религиозный артефакт, он вручил ему чертежи настоящего оружия. А теперь вернемся к той трагической смерти Озы. Что же произошло на самом деле? Золотые пластины ковчега могли накапливать заряд до 10 тысяч вольт. Для сравнения, бытовая розетка дает всего 220 вольт. При касании заряженного ковчега ток проходил через сердце за долю секунды. Остановка сердца мгновенная. Но откуда бралось электричество в пустыне 3000 лет тому назад? Исход 31:18. «И дал он Моисею 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Каменные. Но какой это именно камень? Возможно, кварц, минерал с уникальным свойством, пьезоэлектрическим эффектом. При давлении или вибрации он генерирует электричество. Каждый шаг левитов, каждое колебание при переноске скрижали генерировало ток. Золотые обкладки накапливали заряд. Портативная электростанция бронзового века. А теперь представьте самую странную военную операцию в истории. Книга Иисуса Навина, глава 6. «И сказал Господь Иисусу: обходите город раз в день. Так делайте 6 дней. В 7-й день обойдите вокруг города 7 раз». 13 кругов в общей сложности. Зачем эти километры бессмысленной ходьбы? Или это было время для полной зарядки конденсатора? Но кульминация все еще впереди. Священники пусть трубят трубами, и будет, когда затрубит юбилейный рог. Весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится. 7 труб шафаров создавали звуковые волны, которые активировали кварцевые скрижали ковчега. После 30 обходов он накопил максимум энергии. Народ воскликнул, и в этот момент ударная волна и резонанс камня разрушили стены. Возможно, это не божественный гнев, а чистая физика. Но история не заканчивается. Первая книга Царств, глава 5. Филистимляне захватили ковчег. «И оттяготела рука Господня над азиатянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами». Мучительные наросты – это точное описание радиационных ожогов. Что если ковчег излучал не только электричество, но и электромагнитные волны? Числа, глава 4, стих 15. «Когда станут переносить святилище, Аарон и сын его накроют его, и не должны левиты касаться святилища, чтоб не умереть». Вдруг специальное покрывало – это радиационная защита, а запрет прикасаться – техника безопасности. Ведь только левиты могли носить. Вдруг они были специально обученным персоналом. Может, это не религиозное табу, а инструкция по обращению с опасным устройством?
Третья книга Царств, глава 8. «И внесли священники ковчег завета Господня на место его, во святое святых». Вероятно, ковчег поместили в специальную камеру, изолированную и защищенную, и никто не входил туда, кроме первосвященника, раз в год. А потом он исчез. Вторая книга Маковейская рассказывает: пророк Иеремия, по откровению свыше, спрятал ковчег завета в пещере, чтобы он оставался скрытым до времени, когда Бог вновь соберет свой народ. Тамплиеры искали его под Храмовой горой. Но что, если его не потеряли? Кто-то намеренно скрыл технологию, слишком опасную для человечества. Представьте на миг, что перед нами не просто история, что Моисей держал в руках не только скрижаль с заповедями, но и ключ к силе, что опередило время, что гибель людей была не карой небес, а отголоском энергии, которую мы лишь начинаем понимать. Возможно, эта сила лишь часть великой загадки. Ковчег исчез, но тайна его живет. Спрятана ли она в пещерах, храмах или в глубинах нашего разума? Каждый из нас несет искру этой тайны, и только вам решать, что она значит. Мир полон загадок, и мы лишь в начале пути.